Доброго времени суток, друзья! Я Элсив, и вы смотрите вторую часть летного гайда. Эта часть будет посвящена самолетам первого тира, их особенностям и различиям. Самолеты разведки представляют из себя замечательные машины, на которых легко учиться. Благодаря хорошей маневренности, дешевизны в использовании и доступности, а также благодаря тому, что движение на них производится с небольшой скоростью, помогает оттачивать несложные маневры и приобретать и совершенствовать навыки воздушного боя. Конечно, в плане боевых характеристик область их применения весьма ограничена. Так как они обладают весьма малой боевой мощью, они лучше всего подходят для уничтожения самолетов разведки противника, пехоты и самолетов десанта. На данный момент в игре существует 3 модели самолетов первого тира. Они бесплатно выдаются новоприобретенным пилотам, независимо от их уровня, и в соответствии с выбранной стороной. Играя за Советский Союз, вашим самолетом станет Поликарпов ПЗ. Это достаточно крупный биплан с неубирающимся шасси. Пилот и бортстрелок посажены достаточно глубоко и хорошо прикрыты фюзеляжем. На каждом крыле с небольшим удалением от корпуса прикреплены по одной малой бомбе. Курсовой пулемет находится в верхней части носа и смещен к левой стороне. Главным плюсом этого самолета является его исключительная маневренность, позволяющая выполнять практически любой маневр без критической потери скорости. И даже в случае, если самолет начал заваливаться, он очень быстро выйдет из этого состояния. Малый размер передней проекции в большинстве случаев позволяет вам сбить вражеский самолет первым во время фронтальной атаки. И именно благодаря тому, что пилот прикрыт фюзеляжем, значительно уменьшает вероятность того, что вас убьют даже фугасами. Отрицательным же чертами этого самолета является его огромная площадь верхней проекции, из-за которой, если вы будете поворачивать ее к противнику, то это будет заканчиваться для вас не лучшим образом. Вид от первого лица очень сильно затрудняющий обзор, из-за чего на этом самолете приходится всегда летать в виде от третьего лица, так как бомбы, во-первых, малые, и во-вторых, расположены на удалении относительно центра, будет весьма проблематично сбрасывать их точно в цель. Большинство воздушных боев на самолетах первого тира начинаются и заканчиваются фронтальной атакой, в которой, как я уже говорил выше, шанс выжить у вас больше, чем у противника. В остальных же случаях необходимо использовать главную особенность вашего самолета – его маневренность. Во время атаки с тыла, сверху и снизу рекомендую совершить резкий маневр, во время которого стараться держать самолет боком к врагу, чтобы ему было сложнее в вас попасть. При движении выше оптимальной скорости можно совершить маневр влево, вправо и вверх. В случае, если вы держитесь с оптимальной скоростью или ниже, маневр вверх совершать не следует, так как вы полностью потеряете скорость и станете легкой добычей. Самый простой и действенный вариант заключается в том, чтобы уйти под противника, так как преследовать цель, уходящую под ваш самолет, гораздо труднее. Благодаря этому вы сможете далее уйти и набрать высоту, либо вывести противника на маневренный бой. Во время боя против американского Кертиса, в случае, если не получилось сбить его в первый заход, хорошим вариантом будет навязать маневренный бой, так как Поликарпов значительно превосходит его маневренности, и вам не должно составить большого труда зайти ему в тыл и расстрелять. В бою против немецкого Хеншеля все немного сложнее, так как он практически не уступает вам в маневренности. Если он или вы навяжете маневренный бой, то придется изрядно потрудиться, чтобы одержать верх. Из всех трех самолетов точно сбрасывать бомбы на этом сложнее всего, так как он единственный, у кого не расположен не по центру, и из-за плохого вида с кабины приходится сбрасывать в режиме от третьего лица. Необходимо запомнить, что сперва сбрасывается левая бомба, только затем правая. Прекрасным ориентиром служит соответственно левое и правое колесо. В случае бреющего полета или если вы решили сбросить бомбу в нырке, этот совет все так же остается актуальным. Из-за маленького размера бомб необходимо попасть приблизительно в 3-5 метрах от цели. В противном случае урон будет незначительным или его не будет вовсе. Из-за большой площади крыльев зениткам, танкам и даже пехоте очень легко нанести вам урон. Также при полетах на низких высотах не стоит забывать про громадный размах крыльев, чтобы не зацепиться за рельеф. Играя за Соединенные Штаты, вашим самолетом станет Curtiss О-52.
Это моноплан с автоматически убирающимся шасси, по габаритам меньше всех остальных самолетов первого тира. Имеют ничем не закрытый вид от первого лица, который отлично подходит для ведения прицельного огня и бомбардировки. Звук работающего двигателя достаточно тихий, что позволяет оставаться незамеченным до последнего момента. Несет на себе две легких бомбы, размещенных в середине фюзеляжа, а также имеет окрас практически неразличимый в ночном небе. Но, к сожалению, обладает самой плохой маневренностью из самолетов первого тира. Во время маневра быстро теряет скорость и начинает сваливаться. По этой причине я считаю, что стиль игры на этом самолете кардинально отличается от двух остальных. Вам нужно выискивать противников, находясь на небольшой высоте от земли, скрываться за растительностью, зданиями, а в момент атаки повысить вашу тягу до максимальной отметки. Тогда у вас в запасе будет еще один полный разворот, во время которого вы не потеряете слишком много скорости. Во время фронтальной атаки шанс, что вас собьют, достаточно велик из-за того, что передняя плоскость самолета самая большая по сравнению с другими, поэтому лучше всего целиться в пилота. В связи с тем, что оба самолета противников весьма маневренные, то в случае удачной неожиданной атаки вам необходимо сбить его как можно быстрее, так как в маневренном бою против умелого противника вы навряд ли сможете одержать победу. Если сбить самолет не получилось, но у вас есть запас скорости, вы можете позволить себе совершить не более одного поворота, без потери скорости. Но в случае, если вся попытка атаки не увенчалась успехом, я советую поставить тягу на максимум и, пользуясь особенностями рельефа, уйти в противоположную от курса взятого врагом сторону. Если вы вынуждены принять маневренный бой, следите за своей скоростью, чтобы не стать легкой мишенью. Единственный маневр, который я использую и в котором используется сброс скорости, это резкий уход от врага вверх, и в тот момент, когда он теряет скорость, следуя за вами, вы понижаете тягу до нуля. Ваш самолет резко разворачивается и направляется к земле, включаете тягу, выравниваете самолет. И в зависимости от ситуации у вас будет несколько секунд, чтобы зайти в хвост противнику или начать набирать скорость для выполнения повторной атаки. В том случае, если у вас появилась потребность в ремонте, вам стоит помнить, что у вас автоматически убирающийся шасси, что усложняет процесс приземления по сравнению с другими самолетами. Благодаря тому, что бомбы расположены по центру фюзеляжа и данный самолет имеет прекрасный обзор от первого лица, производить прицельную бомбардировку достаточно просто. Основным ориентиром является середина видимой части фюзеляжа. При полете на относительно небольшой высоте, как только цель находится на этой отметке, с очень большой вероятностью сброшенная бомба попадет в нее и уничтожит. Так как все самолеты первого тира достаточно уязвимы, то это значит, что вам стоит опасаться тех же вещей, что и на других самолетах, но в отличие от Поликарпова, периодически вас будут стрелять бравые ребята с противотанковыми оружиями. И последний самолет первого тира, немецкий Henschel HS-126. Представляет из себя средних размеров моноплан с неубирающимся шасси, немногим меньше Поликарпова. На левой части фюзеляжа рядом с бортстрелком закреплена большая бомба. Имеет относительно небольшую фронтальную и боковую плоскости, обладает хорошей маневренностью и практически не теряет скорость при маневрах. В режиме от первого лица видно как носовую часть фюзеляжа, так и часть крыла, но это не мешает обзору. Неубирающийся шасси позволяет совершить практически на полной скорости посадку для срочного ремонта. Является золотой серединой среди самолетов первого тира. Обладает лучшими качествами других самолетов, хоть и немного урезанными. Тихий двигатель, хороший камуфляж, бомба, расположенная практически по центру, маневренность, небольшие габариты делают его явным фаворитом. Единственным его минусом, я считаю, является уязвимость пилота и бортстрелка во фронтальных и боковых атаках.
На данном самолете можно успешно вести как маневренные бои, так и засадные. Так же, как и самолет Curtiss O-52, обладает хорошим камуфляжем, тихим звуком работающего двигателя. Бомба Хеншли наносит большой урон и способна сразу уничтожить легкую технику, бронеавтомобили разведки или нанести больше половины урона танку. Ориентиром для сброса бомб является левая часть фюзеляжа, видимого от первого лица, в том месте, где заканчивается желтая и начинается серо-зеленая краска. И чем больше высота, тем ближе ориентир к центру самолета. И соответственно, чем больше ваша скорость, тем раньше надо сбрасывать бомбу. В заключение хочу сказать, что благодаря своей низкой стоимости самолеты первого тира являются прекрасным способом фарма-кредитов, как для новичков, так и для асов. Также из-за наличия бортстрелка можно получить большое количество фана с другом или простым рандомом. Но по большей части все самолеты первого тира больше пригодны для обучения и какой-то особой опасности для врага в себе не несут. Конечно, в случае отсутствия авиации на войне весьма полезен, как достаточно дешевая боевая техника. В случае наличия у противника десанта полезность самолета разведки многократно возрастает. К сожалению, всех возможных маневров рассказать практически невозможно, так как все зависит от ситуации. Но я надеюсь, что мой гайд окажется вам полезным и поможет повысить вашу эффективность в качестве пилота в игре Герои и Генералы.